Итак, сейчас мы с вами установим веб-сервер и опубликуем веб-сайт на Windows Server 2016. Для начала посмотрим конфигурацию сети. Вводим команду ipconfig. Смотрим адрес 788, да, и обратимся к нему с помощью браузера на себя. Итак, вводим наш IP. Так, и видим, что никакой службы, никакого сервиса нету. Теперь устанавливаем роль веб-сервера. Для этого что мы делаем? Запускаем диспетчер серверов. Добавить или удалить компоненты. Угу. Далее. Установка ролей. Далее. Выбираем наш сервер 788. Далее. И ставим здесь веб-сервер в скобочку IIS. То есть Internet Information Service. Да? Добавить компоненты. Жмем далее. 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 Ничего не трогаем. Далее. И установить. Вот. Пока идет установка, мы с вами быстренько создадим сайт. Как это делается? Мы берем любой сайт, который нам нравится. Мне, допустим, нравится Microsoft.com. Вот. Открываем сайт Microsoft.com. Вот он. Вот. И сохраним его. Сохранить как. И здесь выбираем веб-страница полностью. Вот сохранить. Все, и пошла загрузочка. Все, веб-сайт сохранен. Теперь для того, чтобы этот сайт опубликовать, мы что с ним сделаем? Мы его подготовим. Значит, первое. Значит, создадим папочку на диске C. Назовем ее веб. Не обязательно называть веб, можно любое имя. Вот, веб. И в эту папочку мы перепишем наш сайт из загрузок. Перепишем, вырезать. Так, не торопится. Вырезать в этот компьютер. Диск, веб, вставить. И последнее, что мы сделаем, это переименуем, значит, наш файлик в индекс. Индекс. Да. Индекс. Все. Подготовительные операции мы проделали. Смотрим, служба установилась. Закрыть. Смотрим. Установлена. Прекрасно. Теперь нам надо проверить, установилась она или не установилась. Мы опять обращаемся с помощью веб-сайта к самому себе. Делаем обновить страничку. И видим, что у нас появляется веб-сайт. Это веб-сайт по умолчанию, который нам выдал установленный Internet Information Service. Значит, что мы теперь делаем? Да? Мы теперь лезем в настройки, чтобы опубликовать нашу страничку. То есть IIS веб-сервер поставлен. Сейчас мы публикуем нашу страничку. Лезем в диспетчер серверов. Его можно панель управления, что раньше запустится, диспетчер серверов. Нажимаем на IIS. Выбираем наш сервер правой кнопочкой диспетчер служб IIS. Диспетчер служб IIS. Вот он наш компьютер. Вот наши сайты. И вот default веб-сайт. Мы его берем и останавливаем. Управление веб-сайтом остановить. Остановить. Проверяем. Сейчас после обновления странички ничего не должно открываться. Если, конечно, да. Вот оно. Ничего не должно открываться. В кэш не подтянулось. Продолжаем дальше. Клацаем правой кнопочкой на сайты. Добавить веб-сайт. Имя сайта. Ставим любое. Пул приложений. Дефолт app-pool. Физический путь. Здесь указываем путь к нашему сохраненному сайту. Диспетчер. Диск C, веб, папочка веб, ок. Дальше. Проверить
HTTP, все не назначенные. Здесь мы задаем, на какие IP-адреса отвечать, вот, по какому порту отвечать. И, собственно, если мы хотим имя узла ввести в символьном виде. Вот. Для того, чтобы просто опубликовать веб-сайт, достаточно сделать такие настройки, поставить галочку и нажать ОК. Привязка по значению «Да». Окей. И все, собственно, опубликовалось. Нам нужно только проверить. Обновить страничку делаем, и мы видим, что у нас страничка это копия странички Microsoft, но при этом мы не зашли не на страничку Microsoft, а на наш сервер локальный. Если другие клиенты по сети захотят подключиться к нашему серверу по вот этому вот адресу, да, то у них будет открываться точно такая же страничка. Все, веб-сайт опубликован.